Всем привет! Надеюсь, что скучали. Вас ждет очередной влог из Аргентины. В этот раз мы отправимся в парк Рос. Нам наконец-то удалось туда попасть. И заглянем еще на фестиваль Чуриза, который проходил на ипподроме. Нет, чтобы дать всем поспать. Но мы не хотим спать у себя в кроватке. Мы хотим спать в коконе. Да. Мы мучаем папу, мучаем маму. И поэтому мы спим сейчас. Просто рядышком. Вот рядышком можно уснуть, конечно же. Хотя, конечно, уже пора вставать. Вот. Я как раз сейчас этим буду заниматься. Но малышка, она... Как бы я надеялась, что, может быть, я ее сейчас еще уложу и еще немножко хотя бы посплю, но нет. А сейчас, кстати говоря, где-то 12:30, вот. Так что буду вставать потихоньку. Она лежит рядом со мной вот так вот сейчас. Я пыталась ее уложить в кроватку, но нет. Кто этот сладкий малыш, который не может спать сам в кроватке? Кому нужно все время перебраться поближе к родителям? И только тогда мы можем уснуть, а? Вот улыбается она. Я бы, конечно, ее так и оставила здесь, потому что иначе сделать какие-то дела невозможно, вот. Но это не очень безопасно. Вот, поэтому буду сейчас тоже, наверное, оденусь, буду ее забирать уже в кокон. Надеюсь, она опять истерику не затянет и будет лежать в коконе. Подумала воспользоваться все-таки няней, пока она здесь лежит спокойно. Потому что иначе я себе завтрак просто-напросто не сделаю. Вот. Сейчас как раз ее включу, буду смотреть. Так. Так вот она выглядит. Ну, так поставлю пока что. Вроде не должна как-то менять позу. Обычно, если она спит крепко, то именно так. Хочу сделать на самом деле глазунью. Я ее 100 лет не ела. Вот, поэтому сегодня, наверное, сделаю ее. Соскучилась. Наблюдаю. Кто-то все еще спит. Сейчас поставлю чайник. Сосиски. Не знаю, кто писал, что есть какие-то ужасные сосиски. Обычные венские сосиски, такие же, как у нас в России. Вот. Я прикол с сосисками не поняла. Остальные я, правда, не брала. Вот я, в принципе, люблю просто обычно вот такие. Вот, поэтому у меня каких-то проблем с ними не возникло. На самом деле будет такой простой завтрак, просто сосиски, просто глазунья, помидорки. Вот, не знаю, может быть, добавлю еще белый сыр. Судя по тому, что я вижу на камере, плохой знак. Конечно, когда уже встаешь, чувствуешь себя уже чуть лучше, пободрее. Но в тот момент, когда тебе нужно ее усыпить, покормить, вот, это дается с такой как бы мукой, потому что очень хочется спать. Сегодня проснулась в 7, и в прошлом, ну, как бы обычно я ее укладываю как раз на второй сон, на следующий, да, как бы, и она спит где-то до 10-10:30, вот. Но последние 2 или даже 3 дня что-то как-то не очень выходит. Из-за этого как раз как бы, мы не высыпаемся. Мне, кстати, здесь очень понравились вот эти зеленые чаи, там, которые типа был зеленый с жасмином, очень приятный, и вот зеленый со специями мне тоже понравился. Возможно, я их как раз возьму отдельно. И я пока не попробовала вот этот вот, он со сгущенкой и какими-то красными фруктами. В общем, он пока меня немножко настораживает, потому что не понимаю, чего от него ждать. И второй, который не попробовала, потому что боюсь, что он будет слишком сладкий, это ваниль, мед и какао. Вот тоже пока что его оставляю на потом. Остальное пробовала, ну, так, более-менее, но ничего такого прям вот особого я не нашла. Вот зеленый 2 чая мне понравились. Сейчас как раз сделаем вот такой вот зелененький со специями. Очень люблю бальзамический уксус, вот, добавляю его обычно там к помидоркам, к скрэмблу или там, не знаю, к авокадо. Вот сейчас помидорки как раз полью. Хлеб мой поджарился. Ну, кстати говоря, пока, учитывая количество всех вот сыров, что здесь есть, именно вот камамбер или бри я не нашла действительно вкусные. Я-то думала, что буду отрываться,
Но нет, мне как-то они пока не по душе. Они не такие вкусные, как у нас. Елозит там, глазки открыты. Уже никакого сна. Ладно, пока она еще лежит. Все, завтрак у меня готов. Все, я пошла за ней. А то она уже там начинает дрыгать ножками. Сейчас будем менять памперс. Оденем нового Винни. Пока переместились развлекаться в Кокон. Что же, она еще раз отрубилась, можно пойти хотя бы помыться, вот. Потому что потом я планирую пойти все-таки погулять немножко в парк. Я вообще стараюсь гулять с ней хотя бы, ну, как бы каждый день, да, хотя бы даже чуть-чуть. Вот, но вообще обычно получается гораздо больше, вот, прям прогулки, в общем, я очень люблю. Вот поэтому сегодня мы тоже пойдем в очередной раз гулять, но сначала я пойду помоюсь, пока она спокойненько спит. Не знаю, как, например, мамы успевают все, типа, я успеваю делать по чуть-чуть, то есть, допустим, если, конечно, у нее хорошее прям вот настроение, она как бы много спит, я могу, конечно, сделать гораздо больше, вот, но так я стараюсь обычно, если выдалась какая-то минутка, делать по чуть-чуть, там, не знаю, выкинуть хотя бы мусор, как у нас есть корзина с памперсами, там, прибраться у нее на пеленальном столике, вот, какие-то такие моменты, потому что просто тоже их не всегда успеваешь даже вот банально сделать, хотя бы просто тупо их, вот, как-то так, вот сейчас я как раз наконец-то успела помыться, вот, и надеюсь, что мы сейчас пойдем в парк, и главное, чтобы она в очередной раз не сбунтовалась, потому что тогда, в общем, выходить будем дольше. Еще хотела рассказать немножко про нашу ванночку. У нас уже произошло торжественно, можно сказать, второе купание. Вот. И хочу отметить, что очень удобно, что здесь есть встроенный термометр. Мне нравится как раз именно то, что он сразу определяет, как бы, да, температуру, когда ее только наливаешь. Не нужно какой-то дополнительный предмет сюда опускать. Мне, в принципе, нравится такой матрасик. Конечно, немножко как бы беспокоишься. Хотелось бы, чтобы вот эти вот крепления были такие, в общем, больше немножко двигались, чтобы можно было, если что, немножко поднять повыше. Вот повыше чуть-чуть вот здесь, где вот попа у нее не хватает. Вот. А так очень мне нравится эта ванночка, вполне себе удобно ей пользоваться. Сегодня на прогулку пойдем вот в этом светлом бодике. Давно его не одевали, вот, а мне он очень-очень нравится. Я, кстати, про вот эту сумку рассказала, а про то, что у нас внизу хранится, не рассказала. У меня всегда лежит такая, во-первых, ну, как бы просто шопер с собой, если вдруг что-то хочется купить и сложить вниз. И есть шопер, в котором лежит сменная пеленка, сменная одежды, потому что вдруг какой конфуз, если что, можно всегда поменять. По дороге мы не могли не взять кофе. Пока булочка спит, я жду, когда муж закажет нам кофе и какую-нибудь булочку возьмет. Перед кафе еще вот такие вот столики с зонтиками. Вообще мы обычно любим какие-нибудь уютные маленькие кофейни, но здесь те кофейни, которые нам нравятся, чаще всего оказываются почему-то сетевыми. Ну а погода сегодня просто шикарнейшая, и мы направляемся в сторону парка. Это тот самый парк, в который мы частенько ходим. Муж как раз катается на лонгборде в нем. Вот очень приятный парк, очень неплохо можно в нем провести время. Сегодня у нас просто прогулка по парку. Зашли пока что в такой небольшой. Здесь не очень много людей, он в принципе маленький. Как-то так. Но погода огнище. Каждый раз хочу подснять как можно больше солнечных лучиков, потому что здесь такое какое-то невероятное солнце. Очень нравится, как оно смотрится, когда просвечивается сквозь листву. Красота, не правда ли? Но если вам нравится мое видео, то не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Мне будет очень приятно. Я постараюсь снимать для вас еще больше чего-нибудь атмосферного, показывать нашу жизнь в Аргентине. Надеюсь, что вам будет интересно. В этом парке можно встретить занятия каких-нибудь клубов. Еще здесь катаются на велосипедах, на роликах. Вот, например, девушка исполняет что-то невероятное. Вы не поверите, мы, в общем, дошли сюда до парка наконец-то. До того, который находится рядом с парком Рос. И мы видим там людей, они там ходят. Так что у нас появился шанс вообще попасть наконец-то в парк Рос. Может быть, это наконец-то свершится, потому что мы уже делали, 2 попытки точно сделать это. Вот, возможно, сейчас нам это все-таки удастся. Вроде там на мостике даже люди тоже видны. Сейчас посмотрим.
Да, нам повезло, он открыт. А это значит, что мы наконец-то узнаем, что же там внутри, что нас ждет, действительно ли там красиво. Вокруг по воде плавают вот такие вот милые катамаранчики. Мы на одном из них уже катались. Вот вполне себе такое неплохое развлечение. Особенно, когда управляешь этим катамараном не ты. Я в свое время эксплуатировала мужа, поэтому получила невероятное удовольствие. Ну и плюс на воде в такую погоду очень кайфово. С этой стороны в парк, конечно, не очень удобно заходить с коляской, вот, но мы не побоялись, мы подняли коляску, собственно, наверх и спустили ее потом просто вниз, потому что здесь, к сожалению, лестница. Но очень атмосферный мостик, вот, на нем достаточно красиво. Что мы наконец-то попали в парк Росс. Это прикольно. Что у нас есть чай Жардин. Это типа сад, просто они жизнь сказали, типа ее же здесь как хэ считают, а ее назвали по-нашему Жардин, типа. Что симпатичненько. Чай Жардин, и каждый миг. Парк превзошел все мои ожидания. Если у меня были какие-то представления на его счет, то они все не оправдались. Он действительно гораздо краше, гораздо впечатляющий, нежели чем я думала. У него очень ухоженная территория, поэтому прогуливаться по тропинкам очень приятно, и вы получаете эстетическое удовольствие. Вам очень повезло, если в это время цветут розы, потому что это какой-то невероятнейший цветник, вас всюду будут окружать цветы, аромат, это просто потрясающе, очень красиво, это завораживает. Ну и розы здесь встречаются совершенно различных оттенков, размеров. Вот есть очень такие милые лавочки, на которых можно как раз расположиться и передохнуть немножко, полюбоваться красотой, вдыхать ароматы. В общем, очень приятное времяпрепровождение. Мне больше всего приглянулось вот это местечко, где были такие вот ярко-розовые розы. Вот, очень симпатично смотрелись, хотелось на фоне них как раз сфотографироваться. Но я не могла пройти мимо лаванды, тоже очень ее люблю. Муж в какой-то момент уже устал меня ждать, потому что я все время останавливалась. Вот, и нашла его где-то в середине парка. Булочка в это время все еще сладко спала. Этот парк, конечно, не очень удобен для прогулок с коляской, потому что здесь такие вот дорожки, которые выложены мелким камушком, и по ним не совсем удобно перемещаться. Поэтому проще всего по нему перемещаться пешком, а так действительно можно получить удовольствие. Вот, а с коляской это немножко проблематично. Тем не менее, задумалась сделать несколько фотографий своей сладкой булочки на фоне всей вот этой вот красоты. Вот поэтому мы забрались вот в эти дебри. И я как раз немножко ее поснимала вот на фоне солнышка, цветочков. Она как раз здесь нежится сладенько так. Вот поэтому получилось, кстати говоря, достаточно симпатично. Ну и затем мы пошли смотреть, что еще интересного в этом парке. Это у нас satisfaction. Push me, touch me, feel like a get wild. Satisfaction. Еще удивительно, как на человека может влиять погода и вообще природа. Вот. Если ты, допустим, чувствовал себя каким-то таким разбитым, вялым, то вся вот эта вот красота и отличная погода, она создает какое-то такое хорошее настроение, в общем, поднимает его тебе. Поэтому очень классно вообще прогуливаться, вообще люблю прогулки. Мне кажется, что это прям вот самое то. В какой-то момент мы решили посидеть, передохнуть тихонечко на лавке. Булочка тоже с нами вместе решила понежиться. Вот, мы ее на солнышке тоже немножко покачали. Она, конечно, солнышко пока что не очень любит, все время морщится. Но всегда очень интересно наблюдать за ней в разных условиях, как она себя ведет, что она может чувствовать. В общем, очень прикольно наблюдать за тем, как она растет. И очень здорово ощущать, что ты являешься частью всего этого. Булочка зевает. Ну а мы тем временем добрались до выхода из парка. Ну что ж, парк мне в принципе понравился, он достаточно небольшой. Вот, я думала, что он все-таки побольше, но здесь достаточно симпатично за счет того, насколько мощно цветут именно розы. Особенно мне понравились вот эти вот розовые. Там, конечно, прям вот эффектно, их еще так много. И есть такие тепло-розового цвета и холодно-розового. И вместе они прям создают такую очень приятную картинку. Вот, конечно, здесь, достаточно неплохо пофоткаться. Думаю, вот, тут как раз все этим и занимаются, мне кажется, когда гуляют. Вот. Так что достаточно симпатичный, такой милый парк, очень ухоженный. Вот.
Единственное, здесь, конечно, как обычно, очень много людей. Что мы добрались до прежнего места, у нас минутка кормления. Поэтому, наверное, скорее всего, немножко здесь посидим и пойдем домой уже. Вечер, заката и очень-очень теплый свет. На обратном пути нам еще встретилось вот такое вот очень интересное кирпичное здание. Что мы зашли в магазин, купили еще памперсов. У нас уже почти запасы заканчиваются. Вот здесь вот осталось еще немножко. Вот так что у нас новая пачка. А так купили еще всяких продуктов. Я взяла еще свои. Пробую сделать тирамису. Пока что только в планах. Нужно найти еще нормальные маскарпоне, кофе. Булочка пока еще крепко спит в коляске. Вот мы обычно, когда только прям вот заходим домой, ее не будем. Она немножко досыпает, но она на самом деле как часы, она сразу понимает, где она оказалась, и просыпается достаточно быстро. Поэтому пока что есть возможность еще что-то сделать, успеть, вот, нужно пользоваться. Но я сейчас буду делать как раз ужин, вот, и будем потом еще укладываться спать вскоре. Вот как-то так, наверное, примерно так прошел наш день. Мы начинаем день с кофеечка. Сейчас будем наслаждаться. Еще у нас здесь вкусняшка. Ням-ням-ням. Меня ждет вкусный медиалунос. На сегодняшний день у нас есть свои особые планы. Всем привет! У нас сегодня очередной день, где мы идем на прогулку. Сегодня мы пойдем в ипподром. Как обычно, попадать в удачу. И еще там будет проходить фестиваль чоризо, поэтому хотим попробовать тоже, посмотреть, что там будет в этот раз. Вот так что план какой-то такой. До ипподрома мы всегда идем пешком, потому что нам нравится гулять по городу, вот, поэтому мы пользуемся этой возможностью. И у нас сегодня такая вот нарядная булочка, она у нас в таком вот прикиде. Если вы помните, я его показывала как раз в покупках для новорожденного. Вот. Сегодня как раз я решила ей одеть такой бодик. Погода сегодня тоже отличная, тепло и солнышко. Ну и плюс булочки очень полезно гулять, поэтому мы сегодня как раз вместе с ней в компании. Вот как-то так. Еще, конечно, самое классное то, что она моментально просто буквально вырубается, когда оказывается на улице. Вот, и это очень классно. Вот, потому что буквально стоит ее как-то уложить и выйти с ней погулять, вот, у нее уже сразу сладкий сон. Если идти в спокойном темпе, то дорога занимает где-то полчаса. Рядом с ипподромом есть ЖД-пути, и они украшены как раз вот таким вот красивым граффити, очень эффектно смотрятся. Ну а мы почти добрались, сейчас будет главный вход, который украшен флагами Аргентины. Как я уже говорила, сегодня нас здесь ждет фестиваль чоризо, так что мы обязательно попробуем что-нибудь вкусненькое. Столько людей здесь собралось, фестиваль еще пока не открыт, он будет открываться с 6, вот, и уже выстроилась такая небольшая очередь, где люди ждут запуска ко всяким вкусностям. Ну а пока зона фестиваля закрыта, мы решили как раз пойти посмотреть лошади и выбрать какую-нибудь из них и поставить на нее, посмотреть как раз заодно скачки. Короче, 8-я. Вот это, кстати, хорошая лошадь, да, номер 6. Ну какую ты будешь ставить? Mi gusta nombre 8. Nombre Celo Viejo. Viejo perfecto. Что ж, ставки сделаны, муж поставил на 8-ю лошадь, а я предлагала ему поставить на 3-ю в честь дня рождения нашей булочки. Сегодня, кстати, очень много людей. Отправились наблюдать результаты скачек, кто же все-таки победит, какая лошадь придет первой. Вот лошадь как раз готовится. И результат. Третья, походу, выиграла. Да? Удивительно, но в первом же увиденном нами забеге выиграла 3-я лошадь, хотя муж на нее так и не поставил, увы. Ну а мы в перерыве отправились посмотреть на фестиваль, чтобы тоже выбрать заодно себе что-нибудь вкусненькое. Здесь было представлено много различных бургеров, много чоризо, были бутерброды с чоризо. В общем, можно было выбрать что-нибудь, что душе будет угодно. Но видео, к сожалению, не передает ароматы. Ароматы там царили как раз просто фантастические. Запах костра, то, как жарится мясо. В общем, все только разжигало аппетит еще больше.
Естественно, на фестивале были еще и различные напитки и всякие сладости. Вот, например, мороженое. Мороженое есть всегда. Ну и мне кажется, что аргентинцы вообще сластеные, учитывая их любовь к дульсе де лече, вот, и мороженому. Поэтому, естественно, и на такой ярмарке обязательно должно быть что-нибудь сладенькое. Вот. А мы определились с тем, что будем кушать. Это вот такие вот бутерброды. Называются они чорипан, что значит чориза и, собственно, хлеб. Вот так вот все это выглядит. У меня был чорипан с кимчи. На ипподроме мы провели весь вечер, поэтому успели увидеть несколько забегов. И вот это как раз был финальный. Под конец булочка уже немножко устала, и муж как раз ее укачивал, чтобы она сладенько уснула. Мой грамма. Поставила на свою лошадь на бертели. Ее любимая цифра. Да? Кто любит цифру 3? Не выглядишь человеком, который любит эту цифру. Ладно. Уже достаточно стемнело, нас ждал финальный забег. Мне кажется, первая, вторая и пятая. Не четвертая, сейчас первая. В этот раз муж прислушался и поставил на третью лошадь, но и тут нам не повезло. Самое удивительное, что сейчас 10 вечера, и мы как раз выходили сейчас с ипподрома, и на нем просто две огромнейшие очереди, которые как раз расположены в зону фудкорта. Все стоят, чтобы попробовать как раз чоризо, в общем, на этот фудкорт. Это для нас, конечно, удивительно, потому что очереди просто какие-то нереальные. Мне кажется, у них займет это, наверное, час, чтобы туда добраться, что людей дофига. До этого мы покупали как раз тоже попробовать. Брали чорипан с кимчи. Вот, в принципе, достаточно неплохо, вкусно. За счет кимчи немножко так вот освежает, я бы так сказала, делает сочнее. Вот, поэтому мне, в принципе, понравилось. Вот. Хотя я, конечно, хотела другую. Нам в итоге дали не совсем то, что мы заказывали. Потому что я хотела попробовать эту колбаску с провалеттой. Но уж как дали. Вот. Очень люблю ночной город за его огоньки. Ну и мы идем домой. Вот так выполняется ванночка, показывает термометр температуру. Вот, сейчас будем купаться в очередной раз. Ну что, мы дома. Вообще такие мероприятия, это, конечно, очень классно в плане того, чтобы как-то расслабиться, немножко передохнуть. Вот. В общем, очень здорово, что такие мероприятия проходят. Вот. А мы сейчас будем как раз купаться, кормиться и укладываться спать. Вот. Поэтому увидимся в следующем влоге и всем пока-пока.